Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня редкость. Вот они, Casio Tron 50-летие, да, лимитка в честь 50-летия модели. А все почему? Потому что в далеком еще 1974 году Casio выпустил свои первые наручные часы, и дебютной моделью стали часы Casio Tron. Это были инновационные часы. Первая в мире электронная модель с автоматическим вечным календарем, когда не нужно было вручную каждый месяц настраивать часы. Да? Также у той модели был жидкокристаллический дисплей, который не надо было специально включать нажатием кнопки, как у моделей тех лет. Ну и в этом году Casio, конечно же, выпустила лимитку в честь 50-летия Casio Tron. Всего выпущено 4000 штук, часы сделаны в Японии, и с учетом популярности Casio в мире 4000 штук это просто таки капля в море. Да и в России бренд на самом деле супер популярный, всегда был, остается. И в России я думаю, что их будет всего-то ничего. А, кстати говоря, нашел их сейчас только в Best Watch. Спасибо, что дали часы для обзора сегодня вам показать. Ну, кстати говоря, в Best Watch вообще довольно часто всякие новинки выходят. Вы пишите в комментариях, что показать интересного. Ну, а мы с вами открываем вот эту самую коробочку. Что у нас здесь написано? TRN 52ADR. Так, как она открывается-то? А, вот. Вот как эта красота должна открываться. Так, что-то серебристое у нас, да, космическое. Ну, в комплекте еще, я так понимаю, инструкция, гарантия, ну, в общем, все, что мы так любим в Casio. Много всего полезного. Так, 50-летие с 1974 года. Здесь прям такая вот космический логотипчик сделали. Что-то в стиле, да, 70-х, 80-х сразу прям узнается. Так. Черный мешочек. Такой я у Casio еще не встречал, кстати. Интересно. Давайте его аккуратненько достанем. Здесь как раз вот, да, указано прям сразу написано. Сделано в Японии. Есть зарядка от солнца. Есть Bluetooth. Есть радиосинхронизация. О, смотрите, тут и на мешочке даже. Ну, в общем, коллекционеры должны быть просто в неописуемом восторге, потому что везде есть брендирование. Так, давайте сейчас я пленочки аккуратно сниму, а потом продолжим. Слушайте, ну красотулечка-то какая. Честно говоря, на рендерах они выглядят не так ярко и сочно, а здесь вот столько много блеска, особенно рифленая внутренняя часть безеля. Вот этот синий такой, да, окантовка циферблата, да, ну, точнее, не циферблата, а экранчика. Очень симпатично. Очень душевно выглядит. И знаете, ну, по этим часам такое впечатление, вот как бы двойственное. С одной стороны, ты понимаешь, что это винтаж, а с другой стороны, сделаны они абсолютно по-современному. Ну, да, Casio здесь сохранила узнаваемый винтажный стиль. Конечно же, добавила туда современную начинку и современную отделку, современную обработку. И часы выглядят абсолютно часами из 2024 года. В плане качества, да, вот смотришь на эти грани полированные, на сатинированный браслет частично. И, конечно, ну, ты понимаешь, что это, безусловно, не винтажная модель. Но вид у нее, лук, да, я бы сказал, да, облик, конечно же, тот же самый, что и 50 лет назад. Ну, здесь в плане диаметра он такой же остался, 39,1 мм. Ну и давайте сразу же, раз сказал про размеры, да, 39 у нас и 1 по корпусу, 39,1, высота 12,3, браслет в широкой части 20, вместе крепления там 18. И что касается от ушка до ушка, да здесь немного, 42,7. Очень-очень аккуратные
размеры. Ну, как видите, да, внешний диаметр тот же самый. Единственное, что здесь кнопок прибавилось, на 3 кнопки больше стало. Ну, потому что и функционала намного больше. Но главное, конечно, дизайн. Да, вот все-таки футуристичность 70-х здесь есть. Что 50 лет назад, что сейчас. И, конечно же, вот детали, уровень качества, отделки, они изменились. И браслет какой, браслет-то теперь полностью с литыми звеньями, очень тонкий, очень нежный, очень аккуратный. Слушайте, ну браслет прям здесь такого премиального качества, это прям ощущается. Хорош, слушайте, он реально вот очень невесомый и подходит к этому корпусу очень круто. Мое запястье 18,5, но очень аккуратные, они по посадке, конечно, да. То есть на небольшое, на среднее запястье будет просто вот в самый раз. И браслет очень удобный. Плюс он сужается к месту застежки. И про запас здесь прилично, посмотрите, сантиметра 4, а то и больше. Плюс есть система микроподнастройки по застежке. Ну и сами звенья достаточно короткие, так что для любого запястья можно подобрать. Ну посмотрите, да? Ой, чувствуется такая прям порода, класс от Casio, браслет шикарный и хорошо, знаете, вот сделаны эти сочетания резких граней, да, полированных и сатинированных, и плюс рифленый браслет добавляет, ну, здесь прям капельку шика, да, капельку шика из 70-х у нас в 2024 году. И да, мне нравится, как здесь сделаны резкие грани, посмотрите, да, и резкие переходы, резкие грани, но нигде ничего не режет, все аккуратно. И просто такое прям звенящее здесь, звенящая полировочка. Ну, понятное дело, а чего мы еще ждали от Casio в 2024 году, да? Циферблат здесь, кстати говоря, тоже практически не изменился. Дисплей с хорошей читаемостью. Время, да, часы, минуты, секунды, день недели, второй часовой пояс. Функционал здесь крайне богат. Конечно, как я сказал, у часов теперь есть технология TAF Solar, то есть зарядка от солнца, любого источника света. Есть также светодиодная подсветка, плюс фирменная радиосинхронизация, плюс Bluetooth, так что настроить характеристики можно со смартфона, и тогда вам все эти дополнительные кнопки особо и не потребуются. При этом часы синхронизируются с временем сотовой сети, имеют функции будильника, таймера, мировое время, секундомер, летнее время, ну и даже есть поиск смартфон по сигналу. И есть также функция энергосбережения, индикация низкого заряда. При этом в обычном режиме часы проработают до 11 месяцев, а в режиме энергосбережения до 22 месяцев. Водозащита, с учетом того, что здесь кнопки, да, везде и много всего такого электронного, 50 метров, так что руки помыть, под дождь попасть без проблем. Корпус и браслет, как мы уже разобрались, стальные, и стекло минеральное. Ну что же, хочется, знаете, что сделать? Хочется посмотреть, сколько по весу. На самом деле они достаточно такие прям невесомые. Но тем не менее, 111-112 грамм на полном браслете, да, это не так уж и много, так что на повседнев пойдет. А вблизи-то они еще красивше. Посмотрите, накладной логотип, накладная вот эта надпись модели Casio Tron. Внизу скромненько написано, что сделано в Японии. И посмотрите, как красиво переливается вот эта внутренняя часть ранта. Ловит любой солнечный лучик. И мне также нравится фактурка, да, по вот этому сине-голубому. Здесь окантовки циферблата. Очень симпатично. Понятное дело, что они сохранили такой вот относительно небольшой электронную, да, часть дисплей, как раз как дань той старой модели 50-летней давности. При этом функционал здесь, конечно же, насыщенный. И в плане читаемости все окей, как мы разобрались. Но мне нравится, что очень большое внимание уделено отделке, конечно. Да, здесь с этим просто все восхитительно. Посмотрите, какие нюансы, да, круговая. Здесь у нас такая идет полировочка по верхней части корпуса. Дальше переходит вот этими резкими такими, я бы сказал, самурайскими гранями вниз. Ну и браслет очень-очень приятненький у нас. Смотрите, еще и грани здесь тоже с полировочкой. Молодцы, молодцы. Ну, задняя крышка, да, вот такой же у нас,
Космический аппарат, я бы сказал, такой же, как и на коробке. Ну и гордая надпись уже сделана в Японии. Ну, как вам модель? Напишите обязательно в комментариях. Подводя итоги, скажу, что в целом, несмотря на то, что модель коллекционная и, очевидно, будет дорожать со временем, часы вполне можно носить каждый день. Они небольшие, в таком популярном нынче ретро-стиле, это электронная тематика 70-х по-прежнему все еще актуальна. И с учетом размера вполне можно носить хоть под костюм, хоть под футболку. Так что фанаты Casio, я думаю, будут довольны, но хотя я думаю, что и в принципе фанаты японских часов, фанаты электронных часов и, конечно же, фанаты лимиток, потому что, ну, не часто, согласитесь, выходит лимитка в честь 50-летия первой модели Casio и практически, ну, полный ремейк этой модели, за исключением того, что здесь стал гораздо богаче функционал и, конечно же, отделка уже на современном уровне. Ну, вот такая модель, слушайте, меня, честно говоря, впечатлила. На рендерах, наверное, не так интересно, не так сочно, не так вот, что называется, с душой исполнено. Ну, а на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.